Псков – важнейший узел русской идентичности. Не российской, а именно русской, потому что Россия большая, а русская идентичность имеет локальное происхождение, и один из ее очагов здесь. Процесс нациостроительства начался здесь еще в XI веке, и решающим фактором для этого послужило тесное соседство с другими племенами и государственными образованиями. До них просто недалеко. И когда ты часто видишь соседей, начинаешь задумываться о том, кто ты есть. Еще каких-то 1,5 столетия назад быт здесь, на Псковщине, мало отличался от жизни соседних отздейских губерний. Тот же тип хозяйствования, та же экономическая структура, похожая эстетика жилища и градостроительства. В конце концов, угасавшие всю советскую эпоху, но так и не угасшие трансграничные связи вкупе с разноязыким населением – это то, что делает местность потенциально развитой, даже если сейчас у нее не лучшие времена. А депрессия Пскова действительно глубока. Ее усиливают сравнения с соседской Эстонией, где не в пример выше качество жизни. Убыль населения, начавшаяся на Псковщине еще во второй половине прошлого века, только растет. Люди обращаются к помощи привычных и наиболее вредоносных средств забвения. Злоупотребление алкоголем и наркотиками приобретают пугающие масштабы. Именно наркозависимыми занимаются в реабилитационном центре «Ручей». Люди к нам попадают обычно, так сказать, когда какая-то существенная часть жизни разрушена. У кого-то это проблемы с законом, у кого-то проблемы с семьей, у кого-то проблемы со здоровьем. Это мы называем дно, в общем, от которого как-то человек, если ему повезет, может оттолкнуться. У нас более-менее комфортные условия проживания, спортом может заниматься, кормит хорошо, свежий воздух. И человек приезжает серый какой-нибудь, зеленый. 3-4 недели проходит, он такой же вполне такой пупс. А, скажем, есть вещь гораздо более сложная, психологическая реабилитация, потому что эти рефлексы психологические, которые приводят к употреблению, их нужно не просто научиться купировать, их просто сначала нужно научиться понимать, увидеть, как работает механизм твоего употребления. А для этого нужно понять, потому что все это связано, как правило, с какими-то подавленными чувствами, с зажатыми какими-то эмоциями. Цели нашей работы – оказание помощи молодым людям и детям с особенностями в развитии. В первую очередь это выпускники Бельско-Устинского детского дома-интерната из Порховского района. Попутно на сегодняшний день у нас выявилось еще несколько направлений. Это кровные семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида. Они тоже к нам приходят на сопровождение. И еще одно направление – это интеграционные мастерские, которые начали действовать у нас, когда мы поняли, что наши ребята большую часть времени свободны. И чем меньше будет свободного времени, тем больше они будут заняты, тем это лучше для них. Есть ребята, например, которые приходят на работу, и они, например, не умеют пользоваться шуруповертом, да? И когда они по прошествии какого-то времени кричат, посмотрите, я научился. Знаете, такое чувство гордости какое-то появляется, и ты радуешься, что у них есть что-то, чего они могут сделать. Работа с детьми и подростками – один из ключевых сегментов НКО в Пскове. И неожиданно на фоне растущего запустения здесь возникают очень интересные проекты. В частности, выпускники петербургских театральных вузов создали здесь подростковую студию при городском театре, которая скорее выполняет функцию терапевтического центра, нежели инкубатора для актеров. Мама с папой не разведутся, если я... Мама с папой не разведутся, если я... Значит так. Мама с папой не разведутся, если я... Если я всегда буду убирать за собой волосы из ванны. Изначально мы договорились, что с нами на постоянной основе работает психолог. Это было важно, принципиально важно. Без этого студии не было бы. И это, наверное, определяет на, 70% лицо мастерской. Это одна из моих любимых и таких важных для меня идей, что театр — это, конечно, терапия, особенно если ты участник процесса. Пока и она, наверное, не реалистичная такая идея, как я вижу, проработав здесь 4 года. Это создать в Пскове и в области такую среду, комфортную, безопасную для подростков, в которой они могли бы себя очень по-разному творчески проявлять и немножко латали те дыры, которые дети получают от школы. В том числе, к сожалению, приходится говорить об этом. На Псковщине есть все. Впечатляющее культурное наследие, прекрасная природа, увлекательная разносторонняя история, все еще квалифицированное население.
Здесь огромный туристический потенциал. Достаточно вспомнить Пушкинские горы, древние города-крепости и водный маршрут Псков-Тарту по водам Псковско-Чудского озера, от которого в поздние советские годы просто визжали туристы, колесившие по северо-западу Советского Союза. Область не развивается и пустеет. Здесь есть, конечно, островки личного энтузиазма и робкие ростки осмысленной деятельности. Но гражданская инициатива задавлена, все проходит под монопольным патронажем государства. Независимая активность стремится к исчезновению. В то же время у местной власти нет никакой внятной региональной политики. Концепцию неприступного форпоста сложно назвать продуктивной для развития символических ресурсов.